Всем привет, народ, а также ярым фанатам телеграм-бота Бомби, потому что разговаривать мы будем сегодня о нем, обсудим новости последние, которые выходили, скажу свое мнение по поводу этих новостей, также обсудим будущее проекта и расскажу маленький лайфхак, который мне рассказали мои подписчики, ярые фанаты тоже телеграм-бота Бомби, который может вам помочь в последнее вот время, чуть-чуть маленько у нас осталось, чтобы заработать побольше вот этих поинтов Z, которые мы зарабатываем в телеграм-боте Бомби. И перед тем, как мы начнем обсуждать, не заходите в телеграм-боты, не вносите донаты, не поступайте так, как поступаю я и преданная аудитория Бомби, не загоняйте себя в эти силки. И давайте переходить в их основной телеграм-канал и будем обсуждать, что последнее у нас происходило, какие изменения вносились, что вообще они нам сообщали, и будем по ходу дела все это обдумывать и думать, что будет у нас происходить дальше. Под 8 марта у нас, под Международный женский день, они выпустили новость о том, что они продляют нам тот Bonanza карнавал, который был у них до этого. То есть тот старый Bonanza карнавал вроде бы как бы закончился, вроде мы там все там заработали, все, что могли, вроде донаты были внесены, но все-таки они решили продолжить этот карнавал в честь еще 8 марта и продлить нам его еще на 15 дней, то есть новые 5 этапов по 3 дня, стартовый фонд в 15 миллиардов поинтов Z, и также мы при помощи билетов увеличиваем этот призовой фонд. О чем это говорит? Команда разработчиков, увидев на своих балансах кошельков вот эти вот стейблкоинты с 6 нолями, так обрадовались, что решили продлить эту акцию. Раз люди платят в такой короткий срок такие большие деньги, то почему бы не продлить эту феерию денежную, этот фонтан денежных средств и еще не заработать немножечко побольше. Но надеемся, с нами этим заработком поделиться. Я очень надеюсь на это, очень. И вот в этом была и вся новость, то, что у нас теперь это все продлено, мы уже получили один этап, сейчас идет второй этап, на то время, как выйдет новость, он еще будет идти второй этап, и останется у нас еще 3 этапа. Надеемся, после этого у нас все-таки будет ТГЕ и раздача аирдропа, потому что в этой новости у нас... Указывается об этом для тех, кто ждет новостей от ТГЕ. Планы твердо в процессе реализации. Официальное объявление даты состоится в марте. То есть в марте они нам, возможно, только дату скажут ТГЕ. То есть как они обещали, что будет ТГЕ раздача аирдропа в первом квартале, то теперь, возможно, это будет не так. Но мы уже с вами привыкли о том, что нам ездят по ушам, нас постоянно обманывают и переносят нам аирдропы и листинги. Так что ничего нового, по сути, не произойдет. Далее идем. Следующая новость, точнее даже не новость, а в последнее время у них посты гордости. Они гордятся собой, своими достижениями, чего они достигли в том или ином аспекте своей деятельности. И об этом нам постоянно рассказывают, хвастаясь. В этом посте... Они нам рассказывают о том, что Бомби оседлала волну саммита в Белом доме, который проходил у нас 7 марта 2025 года. И размер среднего чека, спасибо еще раз подписчикам, кто мне объяснил, что такое вот это АРППУ, да, ППАЛи, что это размер среднего чека, то есть сколько приблизительно, вот у нас есть 200, допустим, тысяч плательщиков, да, каждый вносит кто-то $1, кто-то $1 000 000, да, и средний чек у нас выходит образно там 194 тысячи. 194 доллара получается. До этого у нас показатель был в $74. Благодаря Bonanza они разогнали почти в 2,5 раза этот показатель. Даже больше, чем в 2,5 раза. При этом они пишут, что обогнали даже League of Legends, Лигу Легенд, получается, в которую, в принципе, тоже донаты в большой степени вносятся. И обзавелись они новыми пользователями в размере 1 миллиона 410 тысяч человек, получается. Также они гордились тем, что Бомби лидирует с 9 миллионами 640 тысячами пользователей Telegram и установили новые коммерческие ориентиры для игровой революции Web3. Но не знаю, как эта революция у нас будет происходить, игровая Web3. Но вот у нас следующая новость, она вышла 12 марта 2025 года. И в ней они более-менее описывают нам будущее. Как я и говорил, что мы сегодня будем разговаривать о будущем этом проекте. Здесь, в принципе, есть информация очень такая поверхностная, очень мутная, но все же мы можем ее взять за основу и предполагать, что у нас все-таки есть какое-то будущее. Мы можем надеяться на эту команду. Если все-таки эта команда разработчиков нам раздаст airdrop, то
Хороший airdrop, то есть мы можем продолжать с ними путешествие в их развитии. Вот, и здесь они пишут следующее. О том, что основу основ этому всему положил у нас WeChat. WeChat продемонстрировал огромный потенциал по всему миру. 70 миллионов активных юзеров привлекли они. И заработки в районе 100 миллионов долларов ежемесячных доходов демонстрируют огромную рыночную стоимость этой игровой модели. То есть они говорят о том, что уже были такие потенциалы развития, и вот примерные показатели, которые можно достигать в районе 100 миллионов долларов заработка на вот такой игровой индустрии. Но Telegram со своей жадностью и со своими высасываниями ликвидности, даже со своего собственного токена, получается, и блокчейна, навряд ли смогут достичь таких высот, так как видим мы уже по последним листингам, как все у нас происходит благодаря Телеграму. Так что сможет Телеграм достичь этого или нет, мне кажется, что нет. И самая главная новость в этом, точнее пункт в этой новости, один из самых главных, о том, что они все-таки пишут вот следующее, что каждый год мы будем скрупулезно создавать как минимум один проект, который будет там вау-вау, чтобы помогать игрокам развивать свои навыки в прибыльном игровом опыте в Web3. То есть они обещают, по крайней мере, что в будущее, я не говорю про проект именно Бомби, да, а вообще команду разработчиков Katizen, Бомби это их проект, и они планируют помимо Бомби сделать еще какие-то дополнительные проекты. Если все же Бомби раздаст, команда Katizen не обидит своих особенно платежеспособных пользователей, да, и хотя бы раздаст там нам по x1,5, я уже не говорю про x2 там, да, то в принципе эта аудитория будет переходить из игры в игру. И тем более по Бомбе это довольно-таки неплохой геймплей, неплохой Telegram-бот, неплохая мини-апка, да, по сравнению с тем, что у нас есть. Из этого большой кучи навоза, который существует в Телеграме, из этих вот кустарно сляпанных Telegram-ботов, у нас это хотя бы немножко визуально выделяется каким-то геймплеем, какими-то визуально хотя бы проработанными персонажами, мобами и тому подобное, хотя бы приятная глазу картинка. Не как, например, в том же TapSwap, который там собрал 80 миллионов человек, да, в котором просто фиолетовый экран и одна монета. Все, это весь геймплей, весь визуальный эффект, да, и там потрачено буквально $15, чтобы скопировать картинки и заплатить какому-нибудь дизайнеру, чтобы он их просто прилепил в приложение. Все. И время уходит. Пока наш ТГЕ активно готовится, зарабатывайте свои поинты, грубо говоря, свой аэродроп, пока не исчез он навсегда. Вот так вот, ребятушечки. В принципе, кратко, как мы можем все это подытожить. Они очень гордятся. Это хорошо, что они показывают на публику примерно свои заработки, да, сколько у них средний чек, сколько они привлекли пользователей, сколько они привлекли денег. Тем самым они примерно показывают ту прибыль, которую они заработали. Возможно, не всю, да, возможно, что-то скрывают, возможно, преувеличивают. Но все же это уже хорошо, что они показывают как-то открыто те цифры и те суммы. Это уже говорит о какой-то честности. Если не будет в первом квартале у нас ТГЕ раздачи аирдропа, то эта честность уже опять переваливается в другую сторону. Нам все-таки его обещали. Но Bonanza у нас скоро закончится, и, надеюсь, будет все-таки ТГЕ раздача аирдропа. Давайте переходим в Telegram-бот. И вот если мы щелкнем по карнавалу, да, то у нас тут осталось совсем немного. Один день это вот второго этапа, 1,5 день. И у нас еще останется 3 этапа, это еще 9 дней. Грубо говоря, еще 11 дней, то есть 23 число. Но я не думаю, что ТГЕ прям 24 числа. Подготовка к ТГЕ и тому подобное. Я уже говорил, что возможно, как Тони говорил точнее в прямом эфире на лайне, что это в течение 2 месяцев. А это он говорил буквально в феврале месяце. Так что я думаю ориентировочно март месяц. Это будет мы будем заканчивать играть, и начало апреля это будет ТГЕ, подсчет, и все-таки аирдроп будет где-то середина апреля и листинг. Да, вот такие вот дела по поводу лайфхака, да, мне мои пользователи, точнее мои подписчики и пользователи Telegram-бота Бомби подсказали, мы же здесь сейчас у нас увеличенная
грубо говоря, призы увеличенные в арене. То есть теперь нам их увеличили, мы гораздо больше зарабатываем в арене. И как нам добиться тех самых недосягаемых каких-то высот? Я пробовал, у меня не получается. Возможно, у вас получится. Смотрите, в чем фишка. Когда вы отсутствуете в игре, да, грубо говоря, вы же все равно ваш персонаж существует, и он занимает какое-то место. На вас кто-то нападает, вас кто-то выигрывает, да, кто-то об вас разбивается, и вы выигрываете. И у нас здесь есть вот такая вот запись, где показывается, что вот здесь мы победили, то есть тот человек, кто на нас напал, не смог нас выиграть, и мы победили, нам за это начислили очки. А вот здесь мы проиграли. И мы можем отомстить. Но вы видите, у человека, допустим, 833 мощи персонажа, а у меня всего 700. То есть отомстить я ему не могу по той простой причине, что я слабее его. Как можно использовать это в своих интересах? Если мы перейдем в навыки, то навыки у нас здесь убираются. Да? Мы можем их убрать и поставить обратно. То есть, если вы уберете все свои навыки на целый день, допустим, то ваш персонаж будет очень мало наносить урона. У него будет мощь большая, а урона он будет наносить мало. То есть все слабые персонажи, нападая на вас, будут вас выигрывать вас, и тем самым вот здесь будут накапливаться вот эти вот очки мести, то есть позиции мести на слабых игроков. Вот как, допустим, у меня здесь не было, вот здесь, да, на меня 400 нападал, 425 у него, а у меня 700, то есть я выиграю в любом случае. Но вот он на меня нападал и выиграл на тот момент, когда у меня не было вот этих навыков. То есть вы можете накапливать вот эту вот всю полосочку, да, и перед сменой дня при помощи мести пытаться добиваться в рейтинге более высоких мест. Вот такая вам подсказочка. В принципе, если она вам поможет, будет замечательно. Если вы поставите за это мне лайк, будет тоже замечательно. Все, подводим итоги. Итог такой. Как я думаю, сейчас у Бомби есть преданная, платежеспособная аудитория. Она постоянная, люди в нее играют, люди приносят донаты. Донаты не маленькие, и по 10 тысяч долларов, и по 20 тысяч долларов, и по 30 тысяч долларов люди вносят донатов. Платежеспособная аудитория, преданная этой игре получается. И потерять ее будет критично для Катизен и для Бомби в том числе. Сейчас они держатся вот на этой платежеспособной, активной, преданной аудитории. Как они ее могут потерять? Не раздать нормально airdrop. Что значит не раздать нормально airdrop? Те люди, кто донатили, сейчас рассчитывают, по крайней мере, судя по комментариям, хотя бы в x1,5, в хорошем исходе x2 заработать от своих вложенных. И тогда эта аудитория останется. Также у нас в Телеграме пошла такая тенденция, что все предыдущие листинги, которые у нас проходили, раздача airdropа, либо раздавали очень мало, как TapSwap, который почти был бесплатный, да, либо как Тамаркет раздал донатерам столько, что они даже не смогли на самом листинге окупить свои вложенные. Зу, который раздал столько, что кто успел на большой палочке зеленой первой закрыться в ноли, тот закрылся, а кто нет, сейчас сидит в минусах. Мемхэш, NodePixel. Все эти проекты отнеслись очень плохо к тем людям, которые их поддерживали. Я не говорю не только о донатерах, да, а говорю о всех пользователях, которые их поддерживают. Здесь тоже есть люди, которые играют бесплатно. И вот на месте Бомби сейчас стоит большой выбор. Либо вложить очень много денег в хороший листинг на хороших биржах, допустим, такие как Bybit, Binance, OKX, то есть Тир-1 биржи. Во-первых. Во-вторых, не пожалеть денег на ликвидность, не пожалеть денег на капитализацию и раздать донатерам, допустим, хотя бы x1,5, люди отобьют свое и еще немножечко заработают, это будет замечательно. И раздать хотя бы немножечко, не по $2, не по доллару, конечно, а хотя бы по 20-30 долларов людям, кто не донатил, но играл долго. Вот. И тогда эта аудитория перейдет на следующую игру. То есть в таком большом количестве, и возможно это будет последний свежий глоток воздуха в Телеграме для того, чтобы ожила немножечко тема телеграм-ботов, ТМАшек и тому подобное. У Бомби есть шанс не забить последний гвоздь в крышку гроба ТМА в Телеграме, чтобы люди разочаровались, в последнюю уже люди разочаровались, которые вот более-менее держатся за Телеграм-бот Бомби, постоянная аудитория. И если забить этот последний гвоздь, все, тема ТМА в Телеграме будет потихоньку, даже не потихоньку, а сразу умрет. Вот. И у них есть шанс оживить. Но я боюсь, что на этой хайповой волне появятся новые Телеграм-боты, которые также будут высасывать с людей донаты и кидать их на деньги. Вот. Палка о двух концах.
Так что перед Бомби сейчас стоит очень суровый выбор. Как поступить? Либо забрать заработанные деньги, большие заработанные деньги, либо все-таки продолжить и развиваться, и улучшать. Тогда это будет замечательно. Это пока единственный проект, который раздал донатерам за все это время. Ну, по крайней мере, в который я играю. Это Кэтизен. То есть я там донатил, мне раздали все, кто там донатил, всем раздали X2, кому даже X3, X4. То есть, в принципе, пока этот проект держится. Будем надеяться, что и будет продолжать в том же темпе. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.